Всем горячий 32-градусный привет! С вами я, Амель Джази, и рубрика «Зимуем в Азии». Продолжаем наше путешествие по Камбодже. В предыдущем сюжете вы узнали, что апсары – это полубогини в индуистской мифологии, и увидели их танцы в храме во время свадебной церемонии. В городе Сием-Рип нам удалось посетить еще целую концертную программу «Апсара Данс Шоу», хотя можно было поваляться у бассейна в своем отеле, покормить местных комаров, услышать, как квакают азиатские лягушки, но мы приехали за экзотикой. Что же представляет из себя Апсара-шоу на сцене и с чем его едят в прямом смысле, мы сейчас узнаем. Танцевальное шоу проходит ежедневно в ресторане «Амазон Анкор». Программа предполагает часовое представление в театрализованных костюмах. Самым приятным бонусом во время просмотра является ужин, а именно богатый шведский стол с национальными угощениями. Организаторам удалось соединить традиции азиатской кухни и танца апсара для туристов из разных стран, говорящих на более чем 15 языках. Мы тоже не предполагали увидеть такое количество гостей. Зачем же они сюда едут? Давайте посмотрим. На сцене появляются девушки в красивых нарядах и в причудливых головных уборах в виде золотых башенок. Каждый шаг отрепетирован много раз. В танце изгибаются даже пальцы ног. Апсары двигаются плавно, неторопливо. Каждая поза словно асана из йоги. Это классический танец, который показывает дружбу и счастье. Известен как танец богов и богинь. В нем рассказывается история о божествах, счастливо танцующих на небесах. Весь танец проходит под аккомпанемент оркестра, собранного из национальных музыкальных инструментов. В Камбодже существует два вида ансамбля – махори и пинпиат. Махори состоит только из струнных инструментов, пинпиат – из струнных и ударных. Этот танец сопровождает оркестр пинпиат. Здесь можно увидеть раниаф, ксилофон из бамбука, гонги, конг-том, металлические тарелочки с разной высотой звука, сампхо, большой двухсторонний барабан для создания ритма, и тро, струнно-смычковый инструмент, камбоджийская скрипка. Самая интересная часть тро – это небольшой барабанчик, служащий резонатором. В прежние времена он состоял просто из половинки тыквы или слоновьего колена, обтянутого кожей питона или крокодила. В настоящее время делается из дерева. Музыканты играют в национальной традиции, сидя на полу. Вот танец с предметом. В руках у танцовщиц две кокосины, которыми они отбивают ритм. Присоединяются парни, и девушкам становится веселее. Шоу показывает не только сцены из жизни богов, но и радости простых и скромных людей. Этот танец много значит для камбоджийцев. Они любят сажать пальмы вокруг своих домов, затем сбивать с них кокосы. Таким образом танцуют и расслабляются. Вот так и зародился этот танец. Ходит легенда, что самых миленьких и светлокожих девочек еще в младенчестве похищали в деревнях и поселяли в темницу. В темницах держали, чтобы солнце не испортило цвет кожи. Когда они вырастали, своими танцами и грацией должны были ублажать богов. Это традиционный камбоджийский танец, известен как танец дождя, грома и молнии. В нем изображена битва между демоном шторма Риамсором и богиней моря Мони Михала, и эта битва создает бурю. Камбоджийцы видят в этой истории происхождение грома и молнии, которые вместе производят дождь, который так важен для страны.
Танцоры, отобранные на эти роли, должны были пройти специальную церемонию, чтобы получить благословение учителей и духов танца. Лишь единицы могут выступать в роли богини и демона шторма. Сейчас мы с вами попробуем узнать, легко ли быть апсарой. Конечно, в детстве меня никто в темнице не держал, и золотого колпака у меня тоже нет. Зато у меня есть самое настоящее сари. Сейчас мы с вами попробуем несколько движений. Если вы заметили, в руках у танцовщицы магический хрустальный шар, символизирующий молнию. Берем маленький шарик, можно яйцо, зажимаем между первым и третьим пальцами и начинаем водить вверх, вниз, вперед, к себе, вверх, вниз, вперед, к себе. Теперь правой рукой делаем то же самое, а левой движение лист. И начинаем водить вверх, вниз, вверх, вниз. Теперь движение лист меняем на движение бутон. И продолжаем работать в разных направлениях. Вверх, вниз, вперед, к себе. Вверх, вниз, вперед, к себе. Если у вас получилось с первого раза, значит, надо подать заявку на кастинг в шоу «Апсара». Финальным номером выходит группа танцовщиц из 7 человек. В центре нимфа Апсара Мера, одетая в белое традиционное платье сампот. Национальными украшениями Апсары являются головной убор в виде золотой башенки, круглый воротник, украшенный золотым орнаментом, пояс и, конечно же, браслеты на ногах и руках. И все это передает необычную камбоджийскую экзотику. Быть танцовщицей в стране кхмеров – престижная работа, которой девушки обучаются в специальных институтах. Для европейцев это очень необычные танцы. Медленные, неспешные, где невероятным образом изгибаются кисти рук и носочки ног. Пока Апсара входит в позу и готовится рассказать нам жестом историю в танце, у европейцев танец уже закончится. А с вами была Амель Джази из Санкт-Петербурга. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!